На протяжении веков археологи натыкаются на загадочные артефакты, которые ставят под сомнение наше понимание древних цивилизаций. Эти находки не только поражают воображение, но и порой переворачивают представление о том, как жили наши предки. Один из самых интригующих артефактов был обнаружен в Месопотамии. Это так называемая Шумерская батарея. Эта древняя находка, датируемая примерно 30 веками до нашей эры, представляет собой глиняный сосуд с медной трубкой, что наводит на мысль о том, что шумеры могли использовать электричество. Ученые до сих пор ведут споры о назначении этого артефакта, и его истинная функция остается загадкой. Перемещаясь в Южную Америку, мы находимся в центре внимания загадочного артефакта – камней Ика, которые были найдены в Перу. Эти камни содержат гравировки, изображающие динозавров, людей и даже сложные медицинские процедуры. Научное сообщество долгое время считало их подделкой, но, несмотря на это, находка продолжает вызывать интерес и споры. Вопрос о том, как древние цивилизации могли быть знакомы с такими существами, как динозавры, ставит под сомнение традиционные представления о времени и эволюции. Далее нас ждет путь в Египет, где в 2000 до нашей эры были созданы завораживающие артефакты, статуи, амулеты и предметы, которые использовались в ритуалах. Но одним из самых загадочных объектов является фараоновский жезл, который был найден в одной из гробниц. Этот жезл сделан из материала, который не поддается идентификации, и некоторые исследователи предполагают, что он мог иметь некие магические свойства. Его необычный состав и ритуальное назначение вызывают интерес и даже страх, ведь многие предполагают, что он может хранить в себе некую силу. Еще одна находка, которая заставляет задуматься, это гробницы Каппадокии в Турции. Эти подземные города, вырезанные в мягком туфе, содержат множество артефактов, включая керамику и инструменты, используемые в повседневной жизни. Вероятно, они были созданы в целях защиты от врагов, но их необычный дизайн и сложная структура вызывают множество вопросов. Как такие сложные сооружения могли быть построены без современных технологий? Находки древних цивилизаций продолжают удивлять и восхищать. Каждая новая находка – это шаг ближе к разгадке тайн, которые окружали наши предки. И хотя многие из этих артефактов остаются без объяснения, они открывают двери в мир, полный загадок и неизведанных возможностей. Мы продолжаем исследовать, и с каждой находкой у нас появляется новая возможность понять, какие тайны скрыты под древними слоями Земли. В следующем путешествии мы отправимся в забытые города, где история ждет своего открытия. С древнейших времен человечество строило города, которые со временем становятся потайными и забытыми. Наша следующая остановка – это скрытые от глаз человечества города, которые были забыты, но не стерты из памяти Земли. Каждый из этих городов представляет собой удивительный микрокосм, хранящий в себе не только архитектурные достижения, но и тайны, которые поджидали своего часа. Одним из самых известных забытых городов является Мачу-Пикчу в Перу. Эта инкская крепость, скрытая высоко в Андах, была обнаружена в 1915 году американским археологом Хайрамом Бингемом. Мачу-Пикчу поражает своим архитектурным мастерством и совершенно уникальным расположением. Стены зданий и террасы были построены с невероятной точностью, при этом использовались камни, которые идеально подогнаны друг к другу без использования раствора. Но почему этот город был заброшен, остается вопросом для ученых и исследователей. По одной из версий это произошло из-за испанского завоевания, по другой – из-за эпидемий, с которыми столкнулась инкская цивилизация. Не менее загадочен и город Петра в Иордании. Он вырезан в скалах и был важным торговым центром в древности. Петра была известна своими великолепными фасадами, включая знаменитый Алхазне. Однако, как и многие другие древние города, Петра пришла в упадок, и ее жители постепенно покинули ее. Восстановление города началось только в XIX веке, когда европейские исследователи вновь открыли его для мира. Но что заставило людей оставить это величественное место, окруженное природной красотой? Перемещаясь к другим забытым цивилизациям, мы находим Великий Зимбабве в Африке. Этот древний город был центром цивилизации, существовавшей в XI веке. Его знаменитые каменные стены, высота которых достигает 26 футов, были построены без использования раствора и до сих пор остаются загадкой для археологов. Существует теория о том, что этот город был важным торговым узлом, но его истинное предназначение до сих пор остается неясным. Путешествие в забытые города также приводит нас к цивилизации майя. Город Тикаль, расположенный в гуще тропических лесов Гватемалы, восхищает своими пирамидальными структурами и сложной системой водоснабжения. Этот город был заброшен примерно в 1000 году нашей эры, но его загадочные руины продолжают привлекать внимание исследователей, которые пытаются понять, почему такая процветающая цивилизация исчезла. И, наконец, не можем забыть о древнем городе Хараппа в современном Пакистане, который был частью инкской цивилизации. Археологи обнаружили уникальные дренажные системы и стандартизированные кирпичи, что указывает на высокий уровень городского планирования. Однако, как и другие древние города, Хараппа утратила свою древнюю славу, и ее тайны по-прежнему ждут своего раскрытия.
Каждый из этих городов хранит в себе множество загадок и тайн, которые продолжают манить археологов и исследователей. С каждым новым открытием мы приближаемся к пониманию того, как жили и что пережили наши предки. Скрытые под слоями земли, эти забытые города ждут, когда их истории будут рассказаны вновь. И следующий шаг позволит нам заглянуть в необычные технологии, которые использовались в древности, и узнать, какие изобретения могли изменить ход истории. Древние цивилизации поразили нас не только своими архитектурными достижениями, но и технологиями, которые они использовали. Исследуя их артефакты, становится очевидным, что наши предки обладали удивительными знаниями, многие из которых мы до сих пор не в силах полностью объяснить. Одним из таких загадочных примеров являются античные аккумуляторы, которые некоторые исследователи связывают с электричеством. Эти артефакты были найдены в области современного Ирака и могут изменить наше понимание древних технологий. Они представляют собой глиняные сосуды с медными и с железными частями, что заставляет ученых предполагать, что шумеры могли создавать электричество, возможно, для проведения ритуалов или освещения. Еще одним захватывающим открытием является зубчатая передача, найденная в древних руинах в современном Иране. Эта механическая система, состоящая из нескольких зубчатых колес, может указывать на то, что в античности существовали более сложные механизмы, чем мы раньше думали. Ученые предполагают, что такие устройства могли использоваться для передачи энергии и создания различных машин, что ставит под сомнение традиционное представление о технологическом уровне древних цивилизаций. Перемещаясь в Европу, мы сталкиваемся с загадочными древнегреческими антикерами, механическим устройством, найденным на дне моря у греческого острова Антикитера. Этот прибор, датируемый 1 веком до нашей эры, представляет собой сложный астрономический инструмент, использовавшийся для вычисления астрономических явлений, таких как затмения и циклы планет. Это устройство демонстрирует уровень знаний древних греков в области механики и астрономии, который до недавнего времени считался недоступным для того времени. Огромный интерес вызывает и параллельный тракт в Китае, который использовался для транспортировки товаров по воде. Археологи обнаружили системы из каналов и шлюзов, которые позволяли грузам перемещаться между различными регионами, что говорит о высоком уровне развития транспортной инфраструктуры. Это открытие подчеркивает важность торговли для древних цивилизаций и их способности к организации масштабных проектов. В индийских руинах археологи нашли золотые нити, которые использовались для создания сложных ювелирных изделий. Эти тонкие изделия удивляют своей прочностью и уникальностью, поскольку они были сделаны с использованием технологий, которые мы до сих пор не можем точно воспроизвести. Это открытие подтверждает, что древние ювелиры использовали методы, которые рассматриваются как современные. Каждый из этих артефактов и технологий открывает перед нами новые горизонты понимания древних цивилизаций. Несмотря на все достижения науки, нам еще предстоит разгадать многие загадки, оставленные для нас нашими предками. Мы продолжаем искать и находить свидетельства их невероятных знаний и умений, которые оставили нам бесценное наследие. И уже скоро мы перейдем к рассмотрению скрытых тайн, которые хранят древние гробницы, в которых зарыты не только сокровища, но и тайны, ждущие своего часа. Гробницы древних цивилизаций – это сокровищницы, полные загадок и неразгаданных тайн. Входя в эти мрачные и таинственные места, археологи надеются не только найти артефакты, но и раскрыть истории, которые хранятся среди камней. Одной из самых известных находок является гробница Тутанхамона в Египте, открытая в 1920 году Ховардом Картером. Внутри этой гробницы были обнаружены несметные богатства, включая золотую маску фараона, которая до сих пор является символом древнеегипетской культуры. Однако, что действительно интригует исследователей, так это множество заклинаний и ритуалов, написанных на стенах, которые должны были защищать царя в его загробной жизни. Переходя от одного континента к другому, мы наталкиваемся на гробницы майя в Центральной Америке. Одним из самых загадочных мест является гробница Копана, где археологи нашли необычные рельефы, изображающие не только сцены из жизни правителей, но и астрономические явления. Эти изображения ставят под сомнение понимание древней астрономии и календарных систем майя. Более того, в этих гробницах также находят предметы, которые указывают на сложные ритуалы, связанные с почитанием предков. Гробницы в Китае также полны тайн. Одним из самых известных примеров являются терракотовые воины, найденные в гробнице первого императора Цинь Шихуанди, которая была открыта в 1974 году. Эти статуи, каждая из которых уникальна, должны были охранять императора в его загробной жизни. Однако важнее всего то, что гробница сама по себе еще не была полностью исследована, и многие ученые полагают, что внутри могут находиться сокровища, которые до сих пор не найдены. В Европе также есть много загадок, связанных с гробницами. Гробницы в кельтских захоронениях, найденные в Ирландии, содержат артефакты, указывающие на сложные погребальные практики. Эти гробницы, вырезанные в камнях, хранят в себе не только останки, но и предметы, которые, как полагают исследователи, могли использоваться в ритуалах, связанных с почитанием мертвых.
Возвращаясь в Египет, стоит отметить, что археологи также находят скрытые гробницы под песками пустыни. Например, в 2006 году была обнаружена гробница в Сакаре, где были найдены мумифицированные останки и потрясающие артефакты, включая украшения и инструменты. Это открытие не только прошло мимо внимания исследователей, но и дало новое понимание погребальных практик древних египтян. Каждая новая находка в гробницах открывает двери в неизведанные области истории, заставляя нас вновь и вновь задаваться вопросами о том, как жили и умирали наши предки. Эти захоронения не просто места для захоронения, а настоящие хранилища знаний, которые ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми. И в следующем путешествии мы углубимся в сокровища, которые изменили историю, исследуя артефакты, которые оставили неизгладимый след в развитии человеческой цивилизации. Сокровища, найденные археологами, не только впечатляют своим великолепием, но и могут изменить ход истории. Одним из самых известных сокровищ является золото, найденное в гробнице Тутанхамона, которое было обнаружено в 1920 году. Это открытие археолога Ховарда Картера стало настоящей сенсацией. Внутри гробницы находились несметные богатства, включая знаменитую золотую маску фараона, которая до сих пор остается символом древнеегипетской культуры и является воплощением мастерства ювелиров того времени. Однако это не единственное сокровище, способное удивить. В Перу археологи обнаружили сокровища, относящиеся к культуре инков. В частности, в 30-х годах 20 века в районе Лаура нашли золотые артефакты, которые использовались для ритуалов и поклонений. Эти изделия, выполненные из чистого золота, не только подчеркивают высокий уровень мастерства инков, но и ставят под сомнение представление о том, как они использовали свои ресурсы. Сокровища инков, такие как золотые статуэтки и украшения, были не только символами богатства, но и отражением их культуры, обычаев и верований. Перемещаясь в Грецию, нельзя не упомянуть о находках, связанных с Троей. В конце 19 века Генрих Шлиман раскопал сокровища, относящиеся к мифической Трое, которые показали, что существование этого города не было лишь легендой. Среди найденных артефактов оказались золотые бляшки, украшенные драгоценными камнями, которые представители древнегреческой цивилизации использовали в своих ритуалах. Эти находки подтвердили, что Греция была не только местом мифов, но и реальным центром богатства и влияния. Не менее интригующими являются сокровища, найденные на территории современной Турции. В 2000-летие до нашей эры археологи обнаружили в Хатусосе, столице Хеттского царства, множество золотых и серебряных изделий, которые использовались в ритуалах. Эти артефакты не только свидетельствуют о высоком уровне искусства, но и открывают новые горизонты в понимании политической силы хеттов. Находки показывают, как эти сокровища использовались для укрепления дипломатических отношений и обмена с соседними цивилизациями. Путешествуя в Евразию, мы наталкиваемся на уникальные находки в Китае. Во время раскопок в могилах императоров династии Хань археологи обнаружили сокровища, включая золотые и серебряные изделия, которые использовались для погребальных ритуалов. Это открытие подтверждает, что древние китайцы уделяли огромное внимание погребальным практикам и использованию драгоценных металлов. Сокровища, найденные в этих могилах, до сих пор вызывают восхищение у исследователей, которые изучают их значение и влияние на культуру того времени. Каждое из этих сокровищ привносит в наше понимание истории новые факты и открытия. Они не просто красивы, но и полны смысла, отражая богатую историю и уровень цивилизации. Сокровища, найденные археологами, заставляют нас задуматься о том, как эти древние народы использовали свои ресурсы и какие культурные ценности они оставили нам в наследие. И теперь мы готовимся раскрыть скрытые тайны древних гробниц, которые хранят не только сокровища, но и тайны, ждущие своего часа. Странные ископаемые, обнаруженные археологами, открывают перед нами удивительные и порой шокирующие факты об условиях существования древних цивилизаций. Одним из самых интригующих открытий является так называемая гранитная сфера, найденная в Новой Зеландии. Эти идеальные сферы, созданные из гранита, достигают размера до нескольких футов в диаметре и покрыты загадочными символами. Ученые до сих пор не могут точно определить, как и для чего они были использованы, что порождает множество теорий, начиная от астрономических инструментов и заканчивая ритуальными объектами. Другим удивительным открытием стали мегалиты Гунзин в Китае. Эти гигантские каменные структуры весом в несколько тонн были вырезаны с поразительной точностью. Их назначение остается неясным, однако некоторые исследователи предполагают, что это могли быть обсерватории или места проведения ритуалов. Эти мегалиты служат доказательством того, что древние цивилизации обладали навыками обработки камня, которых, казалось бы, не должно было быть в то время. На другом конце мира, в Аргентине, ученые обнаружили загадочные ископаемые гипсовые шары. Эти сферы, размеры которых варьируются от небольших до гигантских, кажутся выполненными с удивительной точностью. Они находятся в подземных пещерах и вызывают споры среди ученых о своем происхождении и предназначении. Некоторые предполагают, что это могли быть природные образования, другие же считают, что они созданы человеческими руками и использовались для ритуальных целей.
Также стоит отметить находку в Канаде, где археологи исследовали древние следы, оставленные гигантскими зверями. Эти следы, обнаруженные в сланцевых отложениях, указывают на то, что в прошлом существовали животные, размеры которых превышали современных млекопитающих. Существует свидетельство, что эти животные могли обитать на Земле несколько миллионов лет назад, что поднимает вопросы о климате и экосистемах в те времена. Водоворотом интереса обернулась находка в Австралии. Пещера Кальяри, полная окаменелостей, которые сохранили во многом свои детали. Археологи обнаружили остатки древних животных, таких как гигантские кенгуру и ящеры, которые жили в эпоху Плейстоцена. Эти ископаемые помогают понять экосистему и климатические условия, в которых обитали наши предки. Перемещаясь в Африку, мы сталкиваемся с находкой костей динозавров в Сахаре. Эти окаменелости были обнаружены в слоях геологии, которые датируются миллионами лет назад и показывают, что в этом регионе когда-то могли обитать большие рептилии. Ученые продолжают исследовать эти кости, пытаясь определить, как климатические изменения повлияли на их вымирание. Не менее захватывающим является открытие зубов млекопитающих в Индии. Эти находки, относящиеся к кесареву времени, показывают, как эволюция млекопитающих происходила в различных регионах. Исследования этих ископаемых помогли создать картину миграции и адаптации животных к меняющимся климатическим условиям. Каждое из этих открытий добавляет новую страницу в историю нашего понимания жизни на Земле. Странные ископаемые не только удивляют, но и открывают возможности для дальнейших исследований, позволяя заглянуть в прошлое и понять, как развивались древние цивилизации. Научные исследования продолжаются, и каждая новая находка способна бросить свет на неразгаданные тайны, которые скрыты под слоями Земли. На следующем этапе нашего исследования мы погрузимся в загадки потерянных цивилизаций, пытаясь понять, что могло произойти с культурами, оставившими после себя лишь следы. Загадки потерянных цивилизаций продолжают манить археологов и исследователей, открывая новые горизонты понимания нашей истории. Одним из самых известных примеров является город Аксум, расположенный в современном Эфиопии. Эта цивилизация, процветавшая в первый век нашей эры, оставила после себя величественные обелиски, которые до сих пор вызывают восхищение. Считается, что Аксум был одним из первых центров христианства в Африке, но его упадок до сих пор остается загадкой. Ученые обсуждают различные причины, включая изменение климата и внутренние конфликты, но ни одна из них не может полностью объяснить исчезновение этого могущественного города. Перемещаясь в Месопотамию, мы сталкиваемся с Ур, одним из древнейших городов шумеров. Этот город был важным центром торговли и культуры, но его внезапная утрата в 2 тысячелетия до нашей эры оставляет много вопросов. Археологи нашли следы разрушений, что наталкивает на мысли о войнах или естественных катастрофах, которые могли привести к его падению. Однако, несмотря на многочисленные раскопки, истинные причины остаются неясными. Другой загадкой является цивилизация Хараппы, находившаяся в долине Инд. Их города, такие как Мохенджо-Даро, были построены с точностью и сложностью, которая поражает современников. Удивительные дренажные системы и стандартизированные кирпичи показывают высокий уровень урбанизации, но, как и в случае с Ур, упадок этой цивилизации в среднем тысячелетии до нашей эры остается неразгаданной головоломкой. Исследователи выдвигают теории о климатических изменениях, перенаселении и даже нашествии племен, но никаких окончательных ответов нет. Далее, в Южной Америке мы встречаемся с загадками инков, которые построили Мачу-Пикчу. Эти невероятные террасы и храмы были оставлены, и вопрос о том, почему этот город был заброшен, не дает покоя многим исследователям. Некоторые предполагают, что инки покинули город в результате испанского завоевания, другие из-за эпидемий, которые опустошили их ряды. В любом случае, потеря Мачу-Пикчу стала символом исчезнувшей цивилизации. В Африке забытый город Великий Зимбабве оставляет множество загадок. Строительство каменных стен и башен, которые до сих пор стоят, говорит о высоком уровне инженерии. Однако, как и в случае с другими упомянутыми цивилизациями, исчезновение жителей этого города наполнено тайнами. Исследования показывают, что город был центром торговли, но причины его упадка остаются неизвестными. Загадка потерянного континента Атлантиды также продолжает привлекать внимание. Платон описывал Атлантиду как высокоразвитую цивилизацию, поглощенную морем. Несмотря на то, что многие считали это мифом, находки в разных уголках мира иногда рассматриваются как возможные улики существования этой легендарной земли. Некоторые исследователи связывают Атлантиду с реальными местами, такими как Санторини или даже Карибские острова, но окончательного подтверждения нет. На другой стороне света мы сталкиваемся с древней цивилизацией майя, известной своими астрономическими достижениями и сложной культурой. Город Тикаль, который был заброшен, вызывает вопросы о причинах падения. Несмотря на высокую степень цивилизации, майя столкнулись с упадком, который объясняется изменениями климата и ресурсами. Многочисленные исследования сосредоточены на попытках понять, насколько эти факторы повлияли на их исчезновение. Каждый из этих примеров подчеркивает, что даже самые могущественные цивилизации могут исчезнуть.
Упадок городов, таких как Аксум, Ур и Великий Зимбабве, оставляет после себя вопросы, которые продолжают вызывать интерес и сегодня. Научные исследования и раскопки продолжаются, и каждая новая находка приближает нас к пониманию того, как эти исчезнувшие культуры жили и почему они перестали существовать. В следующем шаге нашего исследования мы откроем необъяснимые артефакты и их происхождение, которые могут дать нам еще больше информации о тех временах. Необъяснимые артефакты, обнаруженные археологами, продолжают удивлять мир своим загадочным происхождением. Одним из таких шокирующих открытий является летящий диск, найденный в Сибири. Этот артефакт, представляющий собой металлический круг диаметром более 30 дюймов, покрыт непонятными символами и странными рисунками. Ученые до сих пор не могут определить его предназначение. Некоторые теории предполагают, что это может быть устройство для связи или даже транспортное средство, использовавшееся в древности, но остается много вопросов. Переходя к находке в Древнем Египте, мы сталкиваемся с материей из другого мира. Археологи обнаружили фрагменты стекла, созданные при высоких температурах, которые не могут быть объяснены обычными методами обработки. Эти куски были найдены в пустыне Ливийской, и анализ показал, что они содержат элементы, которые не встречаются на Земле. Это открытие вызвало бурное обсуждение о возможном внеземном влиянии на древние цивилизации. В Мексике археологи наткнулись на магию инков, странные каменные артефакты, которые, по предположениям, могли быть использованы для создания энергии. Эти артефакты, найденные в области, известной как Долина Мехико, имеют необычные формы, и их предназначение остается загадкой. Некоторые исследователи предполагают, что они могли использоваться для создания каких-то ритуальных или даже технологических процессов, однако точных объяснений не существует. Не менее интересен синтетический камень, найденный в районе Новой Зеландии. Этот артефакт имеет уникальные химические свойства, не присущие обычным минералам. При анализе было установлено, что он состоит из элементов, которые могут быть получены только в условиях высоких температур и давлений. Это ставит под сомнение традиционные представления о том, как древние культуры обрабатывали материалы и каким технологиям могли обладать. Среди находок также выделяется золотая маска, обнаруженная в Боливии. Эта маска, сделанная из чистого золота, имеет уникальный дизайн и сложную инкрустацию. Однако самым удивительным является то, что на ней изображены существа, не похожие на известных нам животных. Это открытие порождает массу вопросов о том, какую роль играли эти изображения в культуре древних жителей региона. Перемещаясь в Китай, мы встречаем древние механизмы, найденные в области Хэбэй. Эти механизмы представляют собой сложные системы шестерен и катушек, которые, по мнению ученых, могли использоваться для создания различных машин или механизмов. Возникли споры относительно того, насколько развиты были технологии в то время и каким образом такие сложные устройства могли быть созданы без современного инструментария. Еще одной загадкой являются мистические артефакты, найденные в Греции. Эти артефакты, представляющие собой стеклянные и каменные предметы, имеют уникальные свойства, которые позволяют им светиться в темноте. Точное происхождение этих предметов остается неясным, и ученые продолжают спорить, были ли они использованы в ритуалах или служили чем-то иным. Каждый из этих необъяснимых артефактов поднимает множество вопросов и открывает новые горизонты для исследований. Они не только являются интересными находками, но и потенциально могут раскрыть тайны древних цивилизаций, о которых мы пока лишь догадываемся. Археологи продолжают свои раскопки, а каждая новая находка добавляет новый штрих к нашей истории. Теперь мы готовы исследовать наследие, оставленное для будущих поколений, и понять, как древние культуры повлияли на наше современное общество. Наследие, оставленное для будущих поколений, является мощным свидетельством того, как древние цивилизации формировали мир, в котором мы живем сегодня. Эти культуры оставили нам не только артефакты, но и знания, которые продолжают оказывать влияние на нашу жизнь. Одним из наиболее вдохновляющих примеров являются достижения шумеров, которые, живя в Месопотамии, первыми разработали систему письма – клинопись, использовавшуюся для записи законов, историй и торговли. Это нововведение стало основой для всех последующих систем письма, открыв двери для письменной коммуникации и хранения знаний. Перемещаясь в Древний Египет, нельзя не упомянуть о сложной системе сооружений, таких как пирамиды. Эти грандиозные строения, возведенные более 4000 лет назад, не только служили гробницами для фараонов, но и демонстрировали мастерство архитекторов и строителей той эпохи. Пирамида Хеопса является одним из 7 чудес древнего мира и единственным сохранившимся до наших дней. Она была построена с такой точностью, что ее основания ориентированы по сторонам света. Это архитектурное чудо служит источником вдохновения для многих поколений строителей и архитекторов. Древние греки также оставили нам богатое наследие. Их философия, искусство и архитектура стали основами для западной культуры.
Храм Парфенон в Афинах, построенный в V веке до нашей эры, стал символом демократических идеалов и является выдающимся примером древнегреческой архитектуры. Философы, такие как Платон и Аристотель, заложили основы логики и научного метода, которые продолжают использоваться и в современном образовании. Древний Рим со своей сложной сетью дорог и водопроводов также оказал невероятное влияние на наше наследие. Римские дороги, такие как Аппиева дорога, проложенные более 2000 лет назад, до сих пор используются как основы для современных путей. Римские акведуки, которые обеспечивали города водой, демонстрируют инженерные достижения, которые остаются образцом для изучения. Эти технологии стали основой для дальнейших архитектурных и инженерных достижений. Перемещаясь в Азию, мы встречаем наследие, оставленное цивилизацией Хань в Китае. Уникальные достижения в области искусства, науки и технологий, такие как изобретение бумаги, пороха и компаса, перевернули представление о возможности человеческого творчества. Эти изобретения значительно изменили развитие общества и торговли, сделав его более динамичным и разнообразным. Не забываем о майя, которые оставили нам не только великолепные храмы и пирамиды, но и сложные астрономические знания. Они создали точную календарную систему, которая использовалась для сельского хозяйства и ритуалов. Их знания о звездах и планетах поражают до сих пор, и многие исследователи продолжают изучать их достижения в астрономии. В свою очередь, цивилизация инков в Южной Америке оставила нам потрясающие архитектурные памятники, такие как Мачу-Пикчу, а также развитую систему террасного земледелия, которая позволяла им эффективно использовать горные территории. Эта техника земледелия продолжает использоваться и сегодня, позволяя сохранить экосистему. Каждое из этих наследий напоминает нам о том, как цивилизации прошлого сформировали наше настоящее. Все они оставили на Земле свои следы, которые продолжают вдохновлять ученых, исследователей и просто любителей истории. Эти достижения по-прежнему вызывают восхищение и служат основой для дальнейших открытий. Нам остается лишь продолжать исследовать и беречь это наследие, чтобы оно могло служить ориентиром для будущих поколений, стремящихся понять свою историю и свою культуру.